Вы когда-нибудь видели, как змея вдруг понимает, что ее самоуверенность сыграла с ней злую шутку? Сегодня вы увидите, как самонадеянные змеи встревают в бои с животными, которых недооценили. Эти кадры покажут, что иногда даже самый грозный хищник оказывается в уязвимом положении. И знаете что? Финал вас удивит. Это история о том, как излишняя самоуверенность может стоить слишком дорого. Готовьтесь к захватывающим моментам, которые заставят вас пересмотреть свои представления о мире животных. Кошка защищает котят от питона. Каждая мать готова пойти на любые жертвы ради защиты своего потомства. И этот героизм не ограничивается конкретным видом. Кошка-мама укрыла своих малышей в уютной норке, когда неожиданно появился питон. Ситуация могла обернуться трагедией, поскольку даже взрослые кошки иногда оказываются бессильны против огромного питона. Вначале кошка и змея лишь пристально смотрели друг на друга, издавая угрожающие шипения. Затем кошка перешла к активным действиям, защищая своих испуганных детенышей. Она бросилась на змею, укусила ее за голову и попыталась прогнать прочь. Питону пришлось ретироваться, голодному и уязвленному. Хотя кошки нередко становятся добычей больших змей, эта отважная мама была полна решимости остаться рядом с малышами и ни в коем случае не позволить им стать жертвой. Кроме того, новорожденные котята полностью зависят от своей матери, особенно в первые 10 дней жизни, когда они еще не способны открыть глаза. В течение последующих 6 недель малыши учатся питаться твердой пищей, передвигаться и изучать окружающий мир. Крольчиха нападает на змею. Флоридских кроликов часто включает в рацион крысиная змея, однако они также привлекают внимание множества других хищников благодаря своей слабости и медлительности в первые дни жизни. Кроликами не брезгуют кошки, ласки, крысы и змеи. Тем не менее, одна храбрая крольчиха решила не сдаваться без боя. Когда змея приблизилась к ее выводку, сначала она отсутствовала поблизости, но, услышав жалобные звуки своих малышей, незамедлительно вступила в борьбу. Ей удалось выволочь змею из гнезда. Продолжив свои атаки, крольчиха многократно легала и встряхивала змею, даже тогда, когда та уже отдалилась от детенышей. Похоже, ей хотелось преподнести урок змея, поэтому она продолжала хватать и трепать ее, несмотря на попытки змеи скрыться. Возможно, в следующий раз змея будет осторожнее, прежде чем провоцировать материнский инстинкт. Медоед против кротового ужа. Несмотря на то, что кротовый уж не представляет смертельной угрозы своим ядом, он остается серьезным соперником. Его укусы весьма болезненные. Если в рану попадет инфекция, это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до гибели. Поэтому недооценивать этих змей не стоит. Любому животному неприятно подвергаться нападению. В этом ролике уж решил напасть на медоеда. Что ж, он сделал неверный выбор. Змея нацеливается на голову медоеда, считая это его уязвимым местом, но медоед готов отразить нападение. Осознавая свою ошибку, уж пытается сбежать, но медоед уже вошел в азарт. Он притягивает змею ближе и кусает, затем завершает бой мощным укусом, убивая противника. Игра закончена, битва проиграна. Мангуст против кобры. Мангусты внешне напоминают ласок, которых многие крупные и мощные животные, такие как змеи, считают легкой добычей. Но мангусты совсем не похожи на ласок. Они обладают удлиненным телом, короткими ушками и мощными челюстями, способными на гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, наблюдая за сражением между мангустом и коброй, сложно предсказать исход битвы. Вас может удивить тот факт, что даже величественная королевская кобра способна уступить под ударами маленького, но хитрого мангуста. Причина кроется в том, что мангусты значительно устойчивее к яду кобр по сравнению с другими животными. Их организм производит особые гликопротеины, способные связываться с токсичными белками змеиного яда и частично обезвреживать их. Это дает мангустам значительное преимущество. Так что, если вам доведется увидеть онлайн-ролик, где кобра вступает в схватку с миниатюрным и очаровательным мангустом, не спешите волноваться. Хотя вначале силы соперников могут казаться равными, обычно маневренность и острые зубы мангуста обеспечивают ему победу. Мама-крыса спасает детеныша из пасти змеи. Крысы, хоть и небольшие создания, заслуживают уважения. Все мы помним, какой ущерб они нанесли Евразии и Северной Африке, распространяя бубонную чуму.
Современные методы борьбы с грызунами, включая ловушки и яд, безусловно, эффективны, но нельзя забывать об их потенциальной угрозе. Даже змеи это понимают. Хотя крысы часто становятся пищей для змей, они редко сдаются без сопротивления, особенно если речь идет о защите потомства. Недавно в сети появилось видео, где мама-крыса вступает в схватку со змеей, напоминающей черного полоза. Змея пытается утащить одного из крысят, что выглядит необычно, ведь обычно змеи поедают добычу на месте. Возможно, что-то спугнуло змею. Крыса хватает змею за хвост, в то время как та удерживает малыша в пасти. В конечном счете, змея отпускает крысенка и скрывается в траве. Питон против аллигатора. Пытаясь вступить в схватку с аллигатором, многие рискуют своей жизнью, но один питон решил проверить свои силы. Этот инцидент произошел в национальном парке Флориды и был запечатлен на камеру. 3-метровый питон вступил в водную дуэль с массивным аллигатором. Стоит отметить, что аллигаторы известны своей способностью поглощать людей целиком. Эта ситуация вряд ли походила на полноценную битву. Аллигатор действовал расслабленно, а питон, казалось, не предпринимал попыток к бегству. Спустя несколько минут борьба завершилась ожидаемым результатом. Победа осталась за аллигатором. Но знаете ли вы, что змея тоже может одержать верх над аллигатором? Такой случай действительно имел место в том же национальном парке. Там 3-метрового питона застали в процессе поедания метрового аллигатора. Профессионалу по отлову змей пришлось вмешаться, чтобы спасти аллигатора, которому грозила участь быть съеденным. Природа бывает сурова. Каймановая черепаха против американского ужа. Каймановые черепахи в естественной среде обитания могут прожить до 45 лет. Чтобы достичь столь почтенного возраста, этим животным необходимо овладеть несколькими важными навыками выживания, среди которых умение выбирать наиболее вкусную и питательную еду. Фотограф и видеограф Кэрри Уиск зафиксировала на свою камеру захватывающую получасовую схватку каймановой черепахи с крупным американским ужом. Все началось с того, что Кэрри заметила ужа, отчаянно пытающегося выбраться из воды на бетонную плиту. Заинтересовавшись происходящим, фотограф решила снять процесс на видео. Именно тогда она обнаружила, что черепаха намеревается съесть змею, начав с хвоста. Черепаха медленно подтягивала ужа к себе, пока тот не оказался под бетонной плитой. Рацион каймановых черепах достаточно разнообразен. Помимо змей, они питаются растениями, насекомыми, лягушками, маленькими черепашками, мелкими млекопитающими, птицами, ракообразными и многим другим. В тот день змее просто не повезло оказаться в списке блюд этой черепахи. Игуана против змеи. Игуана мирно прогуливалась вдоль берега, занятая своими обычными делами и ничего не подозревающая. Внезапно появилась змея, стремительно приближающаяся к игуане, видимо, рассчитывая на легкий обед. Сначала в кадре видна одна змея, но вскоре их становится больше. Каждой из них хочется попробовать кусочек свежей игуаны. Однако игуана почувствовала опасность и насторожилась. Через мгновение она мчится прочь на полной скорости. Ведь она знает, что даже если змеи не ядовиты, они легко могут задушить ее. Игуаны значительно быстрее змей. Они умеют ловко бегать по камням. Но история на этом не заканчивается. Если одной игуане удастся избежать захвата, другая может попасться. Змеи часто охотятся на игуан, и рано или поздно одна из них обязательно станет добычей. Хотя игуаны хитры и быстры, и многие змеи остаются голодными. Курица против кобры. Если бы нам предложили сделать ставку на исход сражения между курицей и коброй, большинство наверняка поставило бы на кобру. В конце концов, как обычная курица может противостоять быстрой, опасной и смертельно ядовитой змее? Или, возможно, мы недооцениваем наших пернатых друзей? В этой битве курица имела нечто важное, что заставляло ее бороться. Ее цыплята оказались в опасности. Под давлением стресса птица нашла в себе невероятную силу, о существовании которой никто даже не догадывался. Когда кобра загнала курицу и ее детенышей в угол небольшого двора, курица начала контратаку. Она оттеснила цыплят подальше в безопасное место и принялась нападать на кобру, пытаясь помешать ей добраться до малышей. После нескольких минут напряженной борьбы кобра, видимо, поняла, что здесь ей ничего не светит. Змея приняла намек и оставила курицу в покое, позволив той вернуться к своим беззащитным цыплятам. Противостояние ягуара и анаконды.
Фотограф Крис Бранскилл стал свидетелем и запечатлел удивительное событие. Ему удалось зафиксировать момент, когда большая пятнистая кошка, ягуар, столкнулась с другой грозной рептилией – анакондой. Этот эпизод произошел в Бразилии, на берегу реки Куяба, расположенной в заболоченном регионе Пантанал. Из своей лодки фотограф заметил ягуара, осторожно продвигавшегося вдоль высокого берега реки, за считанные секунды до того, как хищник резко бросился в высокую траву. Бранскилл увидел, как ягуар вытянул лапу и схватил желтую анаконду. Змея, извиваясь, скользнула вниз по склону к речной отмели, а ягуар немедленно устремился в погоню. Находившийся всего в нескольких футах от этой сцены, фотограф рассказал, что атака длилась примерно 90 секунд. Змея несколько раз бросалась на ягуара во время противостояния и даже сумела укусить его за нос, прежде чем большая кошка окончательно усмирила ее несколькими жестокими укусами, поделился Крис Бранскилл на своей странице в социальной сети. Хотя зеленая анаконда, ближайшая родственница желтой анаконды, считается самой крупной змеей в мире, желтая анаконда также достигает значительных размеров. Эти рептилии вырастают до 15 футов в длину и способны охотиться на таких крупных животных, как кайманы, мазамы, капибары и пекари. Несмотря на это, ягуары иногда нападают на анаконд, хотя предпочитают более крупную добычу, преимущественно млекопитающих. Благодаря сильным челюстям, острым клыкам и умению охотиться в воде, ягуары считаются одними из самых способных кошек в охоте на рептилий. Они могут пробивать панцири пресноводных черепах. Их фирменный смертельный укус, направленный в заднюю часть шеи или черепа, помогает им справляться с такими опасными существами, как крокодилы и змеи. Известны случаи, когда ягуары охотились на гнездящихся морских черепах, вытаскивая их в прибрежные джунгли. Наблюдаемый Бранскиллом эпизод, скорее всего, демонстрирует, каким образом ягуары справляются с крупными змеями. Медоед и шакалы против питона. Медоед, два шакала и питон оказались участниками необычного столкновения в сафари-парке Ботсваны. Турист заснял видео, на котором медоед, казалось, находился на грани гибели, когда змея обвила его шею своим массивным телом. Рядом невозмутимо пасся капский буйвол. Спустя несколько мгновений ситуация кардинально изменилась с появлением шакала, который пришел на помощь медоеду. Шакал бросился на питона, который обнажил зубы, пытаясь защититься от неожиданного нападения. Это дало медоеду возможность освободиться. Освободившись, медоед схватил питона и потащил его к ближайшим кустам. Пока змея беспомощно сопротивлялась, на нее напал второй шакал. Для питона положение становилось все более безнадежным. Теперь трое млекопитающих объединились в борьбе против змеи. Однако медоед явно не собирался делиться добычей со своими спасителями. Между тремя животными завязалась хаотичная схватка. Один из шакалов укусил медоеда за хвост, а тот соревновался с другим в перетягивании змеи. Победителем вышел медоед. Отважный боец унес неподвижного питона в кусты, чтобы насладиться своей добычей. Птица-секретарь охотится на змею. Британские ученые обнаружили, что птицы-секретари, охотящиеся на змей, развивают силу, в 5 раз превосходящую их собственный вес, чтобы захватить добычу. В среднем, всего за 15 миллисекунд, эта птица может схватить змею своими острыми когтями. Эти данные были получены в результате исследования, проведенного с участием самца птицы-секретаря по имени Мадлен, находящегося в фонде охраны ястребов в графстве Хэмпшир, Великобритания. Рацион питания птиц-секретарей включает змей, других рептилий, амфибий, черепах, крыс, мелких млекопитающих, а также молодых охотничьих птиц. Бой сурикатов против кобры. Появление кобры вблизи колонии сурикатов мгновенно вызывает реакцию всей группы. Они готовы встать на защиту своей территории. Несмотря на то, что кобра могла бы легко схватить одно из этих маленьких млекопитающих, сурикаты демонстрируют огромное мужество. Эти миниатюрные представители семейства мангустовых смело противостоят атакам кобры и даже отвечают на ее выпады. Сурикаты обладают устойчивостью к некоторым видам яда. Они регулярно питаются ядовитыми скорпионами и многоножками. Однако укус такой змеи, как шумящая гадюка или капская кобра, зачастую оказывается смертельным. Иногда зверьки объединяют усилия, чтобы отбиться от агрессора, используя тактику, известную как моббинг. Как показано на видео, сурикаты окружают змею,
поднимая хвосты и издавая громкие звуки, чтобы подавить и дезориентировать противника. Лев против кобры. Африканская кобра – независимое существо, предпочитающее жить там, где можно найти мелкую добычу – грызунов, лягушек, небольших млекопитающих. Порой эта змея может случайно забрести на чужую территорию. Львы, охраняющие свои владения, крайне нетерпимы к нарушителям границ, ведь главная задача самца – защита своей территории и потомства от любых посягательств. Как кобры, так и львы – опытные хищники, знающие толк в охоте, терпеливом ожидании добычи и внезапных атаках. Если лев не проявляет должной осторожности при встрече со змеей, он рискует погибнуть. Попадая в трудную ситуацию, кобра вынуждена защищаться и демонстрировать противнику свою способность к самозащите. Она начинает выпускать яд, стараясь заставить льва отступить. Ведь кобра способна плеваться ядом на расстояние до 10 футов. Одного точного попадания может быть достаточно, чтобы поразить хищника. Однако, судя по всему, у льва больше физической силы, чем благоразумия. Узнайте, чем закончилась эта невероятная схватка, посмотрев видео. Природа словно огромная арена, где ежедневно разворачиваются нескончаемые бои. Все существа вовлечены в эту борьбу, но иногда пары, вступающие в схватку, поистине изумляют. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр.